поделюсь рецептом приготовления сырники. Сырники умеют готовить все. Каждый знает, что это быстро, просто, вкусно. Но есть маленькие такие хитрости, которыми я сегодня хочу с вами поделиться. Поэтому приготовим. Творог нам потребуется не обезжиренный. У него должна быть жирность обязательно от 5 до 9%. Тогда сырники получатся действительно очень вкусными. Начнем. 400 грамм творога и одно яйцо. Мы это все перетерем блендером, и чтобы у нас получилась такая однородная масса. Вот такая пышная масса у нас получилась после перетирания ее. И следующая последовательность: мы сюда добавляем муку. Муки мы добавим сюда всего 1 столовую ложку. 1 столовую ложку с горки. Мы сюда ее просеивать не надо. Добавляем и тщательно вот это вот все перемешиваем. Здесь надо как смотреть. Если мы видим, что оно у нас хорошо сформируется, ну вот, например, вот берем и видим, что оно у нас хорошо будет формироваться. Поэтому муки достаточное количество. Если творог маленечко у вас жидковатый, тогда, конечно, муки надо небольшое количество увеличить. Вот. У меня достаточно 1 столовая ложка с горкой муки. Так, и только после того, как мы все это перемешали с мукой, наш творог, только вот в эту, только после этого мы добавим сюда 2 столовые ложки сахарного песка и 10 грамм ванильного сахара. Если ванилин, соответственно, просто горсть ванилина. Щепотка ванилина. Так, ну и опять все тщательно перемешиваем. Последовательность должна быть соблюдена, чтобы они получились у нас такими вкусными. Сначала мука, а только потом добавляем туда сахар. Так, ну вот, все мы перемешали. И теперь мы будем формировать сырники. Приступаем к формированию сырников. Для этого мы на поверхности рассыпем примерно 1 столовую ложку муки. Так. И будем формировать сырники. Ложку мы тоже можем маленечко припудрим мукой. И берем небольшое количество и делаем вот такие вот шарики. Они должны быть примерно одинакового размера. Вот руки припудриваем и из всего нашего количества творога делаем такие шарики. Получилось 7 вот таких вот шариков. Теперь мы дальше, чтобы красивая форма у нас получилась, форма таких бочонков, мы берем такой вот ножик толстый, припудриваем его мукой тоже. Так. И смотрите, что мы будем делать. Ножом вот так аккуратненько мы придаем форму вот такого бочонка. Так, аккуратненько берем его, переворачиваем. И то же самое делаем с другой стороны. Вот таких бочонки мы, я не знаю, вот такой вот форма бочонка, да. У нас получатся все сырники такие красивые. Мы сформировали сырники. Теперь мы будем обжаривать на сковородке. Обжарим с небольшим количеством растительного масла. Сюда мы добавим маленький кусочек сливочного. Совсем небольшой. Сейчас она у нас разогреется, все это. Так, жарить будем на небольшом огне, на среднем. И аккуратненько перенесем сюда наши сырнички.
аккуратненько переворачиваем. Вот дождались такого золотого цвета. И наши сырнички переворачиваем. С другой стороны будем обжаривать с закрытой крышкой, чтобы они у нас хорошо прожарились. Но еще раз хочу отметить, что огонь должен быть не сильный, а средний. Готовые сырники можно переложить сначала не на тарелку, а предварительно на пергаментную бумагу, чтобы лишний жир у нас остался на бумаге. Ну вот посмотрим, какие они у нас получились внутри. Красивые. Вот мы разрежем один. Так. Вот. Вот такой вот нежный, такой красивый.